Слушайте, Старопетерговский? Да, Старопетерговский, слушайте, ну что за херня, сколько вас можно ждать? А я уже 15 минут тут жду. Нет, ну... Может, я костыли назад кину? Да не надо, вот как бы, ну... Ну, просто вы поцарапаете сейчас машину, да, давайте я уберу. Да, ее. вот думаете? Так, сейчас аккуратно. Я просто, ну, не знаю, я же по программе еду. Я же не могу быть быстрее, чем могу. Я говорю, что дочка у меня в травме. Ногу сломала на тренировке. Надо побыстрее туда приехать, костылей привезти. Вот, еле еще их достал. Вот, сейчас за медикаментами надо поехать. А вы понимаете, сколько это стоит? Гипс и то наложили бесплатно, ну, бесплатно какой? Самый простой, вот. А тот, который, скажем так, модный, пластиковый, хороший, в котором еще и мыться можно, 3500 стоит. А я как бы зарабатываю мало, на все не хватает, тут еле костыли. Друзья одолжили на костыли деньги, вот. И побыстрее туда надо доехать. Дочь уже в слезах вся. Ну, я понял, вы успокойтесь, мы доедем, все нормально. Я еще раз говорю, я специально не останавливаюсь где-то там попить чай, попить кофе. Как мне приходит заказ, я так и приезжаю, все так делаю. Если бы я не хотел приехать, я бы его не брал. Друзья мои, я очень положительно и по возможности поддерживаю, отношусь к малому бизнесу. То есть, если у меня есть возможность купить петрушку не в Окее ленте где-нибудь, в Ашане и так далее, я сделаю это у бабулек. Вот. Если у меня есть возможность купить хлеб в какой-то частной пекарне, то я куплю его там, а не в крупном сетевом магазине. Теперь к сути. Хочу с вами поговорить сегодня о таком проекте, как X-Car Taxi. X-Car Taxi, или просто X-Car, кто как его знает. Приложение есть и в Android, и в iOS. Будет, соответственно, все ссылки прикреплены ниже в описании. Итак, X-Car. Да, мы все прекрасно понимаем, значит, что существуют огромные игроки на рынке такси. Мы их все знаем. Агрегаторы, которые, ну, у которых, так скажем, спорные условия труда, занятости. Но было бы неплохо, если бы с течением времени появлялись бы на этом рынке, как я уже сказал, игроки, которые, ну, пытались, по крайней мере, бы составить крупным агрегаторам конкуренцию. Итак, компания X-Car, да, ну, что у нас, если она является, ну, одной из самых, скажем так, больших преимуществ по сравнению с агрегаторами, это как раз то, что компания пытается не заработать денег в самом начале, да, каким-то образом, подняв нереальные комиссии, а пытается просто развиться и брать деньги для поддержания штанов, что называется, да. Сейчас комиссия у них составляет всего 5% для водителей. Это, ну, мы знаем, сколько берет тот же самый крупный агрегатор, не будем упоминать его. Вот, соответственно, 5% это крайне гуманно. И, собственно, я так понимаю, что эти проценты помогают, ну, быть, так, скажем так, в рамках самоокупаемости, да, не грести миллионы. Что еще? Тоже немаловажно, что тарифы и условия работы, они устанавливаются по согласованию с водителями каждого конкретного города. И что тоже немаловажно, то, что они могут быть изменены в любой момент, в течение буквально нескольких минут, если водители примут такое решение. Все максимально гибко и достаточно просто. Что еще? Видна точка конечная, видна оплата, карта не карта, видна стоимость. То есть все те вещи, которые для нас периодически инкогнито, тут как на ладони. Следующий пункт. Тоже больная тема. Рейтинги водителей. Мы с вами знаем, что зачастую наши рейтинги зависят от настроения пассажиров, критических дней, давно не баловавшихся мужским вниманием женщин и так далее. Так вот, в X-Car такая история, ну, не совсем отсутствует, но сделана больше грамотно. То есть оценки есть, но водители, если и блокируются, то только после личного вмешательства
уже заинтересованной стороны менеджеров X-Car, да, вот, которые обязательно разберутся в ситуации, поймут, почему была плохая оценка и так далее, а не просто вынесут решение, а потом типа, ну, ничего страшного, на твое место придет еще 10 водителей. Нет, такого нет. Теперь по территории, по логистике, что называется. Компания X-Car представлена на данный момент в 1100 городов Российской Федерации. Проверить это не могу, но надеюсь, это правда, потому что охват более чем приличный. Фактически в каждом городе вы можете зарегистрироваться большим количеством водителей, выключить любые другие агрегаторы, установить свои тарифы и что делать? Правильно, зарабатывать. И что касается X-Car, ну вы поймите, что это прежде всего такая, знаете, у них воплощение в жизнь идеи дать водителям то, чего их решили коммерческие агрегаторы. Возможность влиять на тарифы, там, не знаю, не бояться жалоб пассажиров, видеть всю нужную информацию о заказе и типа спокойно работать без нервов. Насколько это получится у них, покажет только время. Теперь конкретика. Значит, вся эта идея, она может быть воплощена в любом городе России. Просто нужно собраться группой водителей и, собственно говоря, объединившись, начать работать. Тут хозяевами положения являются водители, а не какой-то там территориальный менеджер, который диктует свои условия. Идея, опять же, скажу, прекрасная. Главное, чтобы она все-таки работала так же, как и заявлено. Служба технической поддержки и администраторов X-Car координирует действия водителей, общается с ними, настраивает тарифы, тестирует работу приложения и адекватность тарифов через обратную связь от водителей, что немаловажно. Как я уже сказал, заинтересованная сторона не только одна, как у других агрегаторов, да, там только водители, которые, ну вот, заинтересованы заработать денег, а сверху там, в принципе, плевать, как это происходит. Здесь, опять же, по идее, должна быть налажена двусторонняя коммуникация, которая должна привести к обоюдно выгодному результату. Итак, друзья мои, суть вы уловили. Все, как я уже сказал, ссылки для скачивания приложения, все будет в описании. Компания X-Car. Давайте на всякий случай запомним это название, вот, и посмотрим, как будут развиваться дальше события. Опять же, если спросить меня на, там, скажем, поставил ли я бы деньги на то, что она создаст конкуренцию агрегаторам, наверное, нет. Но пожелать ей удачи я пожелаю. И, соответственно, если у вас тоже есть... Если вам интересно, просто у вас есть тоже какой-то маломальский опыт работы водителем, если вы таксист, то вы можете смело скачать приложение, покопаться, потыкать и посмотреть. А вдруг это то, что надо? Всех поцеловал, всех обнял. Смотрите ролик и будьте счастливы. Пока-пока. Соответственно, так что вы успокойтесь, сюда едем. А что, детские костыли тяжело достать сейчас? Ну, да, не везде есть, как бы, у детей мало таких. Ты же детский, правильно, маленький? Да, маленький, да, для дочки. Вот. И везде еще продаются, как бы, и вот нашел где-то, там, купил. Вот. И то даже, как бы, можно сказать, по связям. Вот. Попросил там одну знакомую, она подсказала, где. Вот. Ну, сейчас все недешево, к сожалению. Да, и гипсы тоже. Конечно, да. Я вас понимаю прекрасно. Ну, не расстраивайтесь, что на это самое заживет, как говорится, до свадьбы-то, надеюсь, наверное. Конечно, как должно, как это, ну как не расстраиваться. Как знал, не надо было отпускать ее сегодня на тренировку. Ну, сидел бы дома, и не надо было бегать, прыгать. Теперь нервы такие, траты. Ладно, всякое бывает, как говорится. Вот. А так как работаешь, бегаешь, прыгаешь, там перерабатываешь, ничего толком не добавляют, да, ни премии, вообще как бы ничего, из месяца в месяц. Повышают налоги? Повышают, да, налоги, там, иной раз урезают зарплату, и вообще ни на что не хватает. Вот живем так вот с женой, с дочкой, там, еле-еле как-то пристроили. Дочка там гимнастикой занимается, и еще чем-то там, и 5-е, 10-е, вот допрыгалась. Вот. И вот как вот в таком, вот, так сказать, финансовом балагане жить? Постоянная нехватка.
прекрасно понимаю. У меня как-то была собака. Собака, что собаки кошка была. И 2 даже. И с ростом цен все сложнее и сложнее им были корма там какие-то там супер-пупер покупать, да, переходил на проще корма. А потом кошка сунула лапу, и ребенок у меня младший нечаянно в дверью железной входной, ей херанул лапу. И чтобы вы понимали, мы отдали на тот момент, это было уже хрен знает сколько лет назад, 12 тысяч за операцию помоечной, не какой-то породистой, там еще что-то, обычной помоечной кошки, блин, на операцию, и вот тоже ей типа гипса ей там накладывали, ну не гипс, там какую-то повязку ей, 12, сука, тысяч, и это было тоже вообще не вовремя. Пипец. Вообще не вовремя. Вот, ну то есть вот, а что сделаешь? Ну не выбросишь же кошку на помойку, конечно, да? Конечно. Ну вот. Поэтому я вас прекрасно понимаю, любые вот эти вот незапланированные траты, они как серпом по одному месту. Да. И вот как бы так вот неожиданно и ничего не сделать. Вот. Ну, И вот как-то надо справляться. а у вас один ребенок? Да. Пока один. Пока вы оптимист. Да, Ну, да, ну. Отлично, чё? Как еще? Оптимист. Все будет нормально. Буду надеяться. Так, ничего, мы приехали. Так что Так. у вас наличные, да, по-моему? Да, ну Сейчас, там секунду. мы говорили о наличных с вашим оператором. Сейчас. Сколько я там должен-то? 410 рублей. Сейчас кошелек найду. Так, давайте, знаете, как сделаем? Погодите секунду. Давайте мы сделаем следующим образом. Будем считать, что сегодня акция от меня лично. Не от Яндекса только, вы не подумайте. От меня лично. И не надо платить ничего, берите костыли, идите к ребенку. Вы как, вы бросьте, Не все-таки надо. как бы Но работали. я понимаю, но я могу Нет. себе периодически позволить участвовать в таких вот. Давайте, не парьтесь вообще. На самом деле, человек. да, перестаньте. Это ни к чему. Спасибо, что говорите мне спасибо таким образом. Ну, давайте костыли я вам отдам. А вы можете их сзади забрать? Ну, Да, сзади да. дверь открыть и забрать. Да. Дочке привет. Ну, надеюсь, вам это зачтется. Слушайте, ну вообще большое вам спасибо. Великого души человек. Пожалуйста. Ладно. Все будет хорошо. Всех вам благ. Спасибо Хорошего вам большое. дня. Спасибо. Возьмете? Благодарю. Счастливо. Спасибо. Пока. А ничего не надо говорить, ничего не надо говорить. Я думаю, что всем понятно, что ему эти 400 рублей важнее, чем мне. Но опережая ваши мысли, скажу словами одного известного героя из фильма «Мама, не горюй». Только не на жалость он меня развел, тоже не баранья. Вот. Не на жалость он меня развел. Я, ну, скажем так, да пофиг, что я должен объяснять. Вот захотел, так и сделал. А вы что хотите, то и думайте. Что хотите, то и, как говорится, пишите. Поеду отбивать бабки, вложенные в благотворительность.